Итак, всем доброго утра. Уже далеко не раннее утро, но я еще продолжаю трудиться. Не могу никак оторваться от дел. Бывает такое. Итак, дорогие друзья, как я вам обещала, дарю ритуалы на разных языках для того, чтобы они соответствовали энергии разных людей. Ну и кроме того, чтобы вас приобщить к магии разных народов. Сербы. Еще один славянский этнос, который много веков подвергался гонениям, геноцидам, угнетениям. Долгое время находился под османским гнетом. Это у нас животные наверху с утра проснулись и включили музыку на полную катушку, не думая о том, что здесь есть старые люди, дети. Вообще люди спят пока еще, только просыпаются потихоньку. Но животному миру, точнее скотобазе, это не объяснить. Вот пусть и возмущается. Так вот. Многие спрашивают, кто такие хорваты, сербы. Хорваты – это те же сербы, только мусульмане. И вот по этой причине много веков они друг друга уничтожают. Пожалуйста, песни-пляски с утра. Во время османских завоеваний, а более всего во время Сулеймана Великолепного и заканчивая Мурадом IV, эти завоевания уходили вглубь Европы, и через некоторое время в Сербии создается отдельная страна, отуреченные сербы, которые стали именоваться хорватами. И вот с тех пор очень страшная резня с обеих сторон. Бесчеловечное убийство и прочее. Что сказать? Народ с многовековой мудростью стал перед вопросом быть или не быть, особенно в 90-е годы. Югославский конфликт, все вы знаете. Очень жестокие, страшные убийства, пытки. Целые подземные города по пересадке органов, точнее, по изыманию органов у сербского населения. Об этом молчат, об этом молчит Америка, потому что так выгодно. И многие, которые занимались этим бизнесом кровавым, сейчас сидят в Евросоюзе. Ну вот где там, в Евросовете. И вы удивляетесь, почему мир в такой грязи. Это потому что такие недочеловеки там правят, что просто самая злая сила позавидует той фантазии, с которой они убивали сербов. Но, невзирая на эту тяжелую, на эту больную страницу в истории сербского народа, сербы остались тем, кем были. Гостеприимный, достойный народ с вековой традицией, но еще и фольклор, магия, заговоры. Я люблю на сербском языке особенно проклятие и порчи, потому что они с такой великой силой бьют. Как-нибудь подарю и их тоже. Но сегодня хочу подарить вам составленный мной денежный сербский обряд, который корнями уходит вглубь веков. То есть ритуал составлен мной, учитывая традиции магии сербов, но именно обычаи вот таким образом призывать деньги, это именно исконно сербское. Нужно было монетой звенеть. Здесь, видите, монеты разного типа. Даже есть армянские драмы. Оставили мне
отобрала. Вот. И эти монеты должны были звенеть. Считала, что денежный звон, а уже я вам давала не раз ритуал, связанный с денежным звоном, пробуждает денежную силу. То есть деньги слышат вот этот звук, звон, звонкий, да, и приходят на зов своих братьев. Вот таким образом. Какую-нибудь коробочку, сундучок удобный. Ну, это маленький такой сундучок. Он уже оторван немножко тут. Не сильно. Вот. Вот так звенеть и читать. Но я, естественно, не смогу так как бы часто звенеть, поскольку я буду проводить обряд. Значит, как нужно? 3 раза, читая над деньгами, нужно провести огнем. Я беру темную свечу, можете взять любую, в принципе. Здесь важен именно источник огня. То есть силой огня усиливаете, даете силу огня деньгам. Даете энергию деньгам, чтобы они сработали. И окуривают благовонием деньги, то есть благословляют деньги. И начинают призывать. Причем можно и купюры разбросать по алтарю. Сейчас я просто уставшая и не стала это все делать. Вот. Над деньгами 3 раза проводите, читайте. Потом начинаете звенеть этими деньгами и читать. И потом эти денежки, то есть вот эти вот монеты в сундучке отдельно откладываете. На своей работе можете вот так с утра провести огнем, потом благовонием, потом зазвенеть, начитать, и у вас весь день будут клиенты. Если на работе не можете, можете дома провести утром и поехать на работу. Можно взять ароматную палку, это не столь принципиально. Главное, ароматный дым. Вот так вот. Проводите над деньгами. Я надеюсь, поняли технику. Теперь читаем сербский язык. Прстен, дяволско, кованица. Прстен, гласно, позив до куче. Наїхова брача, наїхова сестре, пробудітеся, а не медведь у шумі, а монетарна мощь. Помашли у мою кучу, а богатый ме, племенита сам, прстен, давальско, дай ми, богат живот, дочараты. Вот так проводим опять и читаем. Я не понимаю, что за праздник сегодня, но мне охота выйти и подняться и просто набить им морду алкоголическую. Прстен дявольско, ковенице, прстен гласно, позив до куче, наїхова брача, наїхова сестре, пробудитеся, а не медведь у шумі, а монетарна мощь. Пошали у мою кучу, а богатio ме, племенита сам, прстен дьяволско, дай ми, богат живот, дочараты. Буквально означает дьявольская монета, дьявольская деньга, звени громко, зови сестер братьев, пробудение медведя в лесу, а денежную силу, чтобы я была богата, знатна и так далее, и так далее. В общем, смысл примерно такой. Хотя это не весь смысл, а более глубокий. Опять проводим огнем. И вот так вот.
Prsten djavolsko kovanice, prsten glasno, poziv do kuće, njihovo braće, njihovo sestre, пробудитесь, а не медведь у шумы, а монетарна мощь, пошали у мою кучу, обогатил ме, племенита сам, прстен дьявольско, дай ми, богат живот, до чараты. Казалось бы, почему на русский не перевести и по-русски не читать, да и все легче и как бы проще. Нет, дорогие друзья, нужно читать на том языке, на котором даю. У каждого языка есть своя мощь и сила. А если еще составлена согласно традиции этого народа и языка, то она сработает намного лучше. А так перевести без проблем. Можно все перевести и говорить по-русски. Но смысл потеряется, и идея не в этом. Идея в том, чтобы энергия этого языка и этой страны помогала в данной ситуации тем, кому может помочь больше, чем, скажем, на другом языке. Дальше вот так вот трясем и говорим. Prsten djavolsko kovanice, prsten glasno, poziv do kući, njihovo braća, njihovo sestre, пробудитесь, а не медведь у шуме, а монетарна мощь. Пошали у мою кучу, обогатил ме, племенита сам, prsten djavolsko, дай ми богат живот до чараты. Prsten djavolsko kovanice, prsten glasno, poziv do kuće, njihovo braća, njihovo sestre, пробудитесь, а не медведь у шуме, а монетарна мощь. Пошали у мою кучу, обогатил ме, племенита сам, prsten djavolsko, дай ми богат живот до чараты. И последний раз, как раз 6 раз, кажется, прочитали. Prsten djavolsko kovanice, prsten glasno, poziv do kuće, njihovo braće, njihovo sestre, пробудитесь, а не медведь у шуме, а монетарна мощь. Пошали у мою кучу, обогатил ме, племенита сам, prsten djavolsko, дай ми богат живот до чараты. Начитали и убрали эти монеты куда-нибудь. Свеча должна догореть. Ничего не нужно откупаться. Здесь откуп денежная сила. Свеча и желательно, чтобы вот это вот благовоние догорели. Все. И в этот день, скажем так, работа и какая-то сумма, хоть какая, любая, но вам обеспечена. Пользуйтесь во благо и благодарите сербский народ за то, что он такой сильный, выстрадал и выстоял. И надеюсь, что это последнее испытание на долю этого народа. Всем удачи!